Девочки, всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании. И сегодня я вам хочу показать такой небольшой влог, где я на данный момент нахожусь, что происходит в моей жизни, ну и, конечно же, почему. Объясню, не было видео последние почти 1,5 месяца. К сожалению, в моей жизни произошли глобальные перемены. И в общем, получилось так, что у меня не было возможности ни физически снимать вам видео, ни эмоционально. Но потихонечку я постараюсь к вам вернуться. Поэтому сегодня я вам вещаю из совсем другой локации. Я думаю, что вы уже видите, что фон непривычный для моих видео. Вот, потому что я нахожусь в Сочи. Я уехала сюда отдыхать буквально там несколько дней, меньше недели, но здесь так классно. Давайте вам покажу, где я нахожусь. Вообще, это отель, называется он Сочи Парк. Если вы вдруг не знали, то сразу могу сказать, что здесь офигенные скидки зимой, особенно в феврале или в январе, после январских праздников, то есть сюда можно вообще приезжать за копейки просто. По ценам тоже вам, конечно же, все расскажу. Вот, ну и сейчас сделаю вам небольшой рум-тур, покажу, что у меня вообще в номере. По поводу оплаты отеля. Я забронировала себе 4 ночи, и получилось по сумме в районе 12 тысяч вместе с завтраками. Можно выбрать, конечно, еще и обеды, и ужины, но я, в общем, решила этого не делать. Буду питаться как бы вот так. Помимо завтраков еще неизвестно, где я буду. Может быть, в каких-то кафешках, может быть, в магазинах. Территория самого парка просто огромнейшая. Здесь очень много корпусов. Закрытая территория, КПП. Здесь невозможно, чужие люди никакие не пройдут. На территории очень много детей, семейные пары. Ну, в общем, такой прям вот отличный отдых, если вы хотите поправить свое здоровье и зарядиться полностью положительными эмоциями. Итак, покажу вам свой номер, где я остановилась. Вот здесь вот небольшая такая вешалка. Здесь, собственно, разуваемся. Да? Все, пол весь в плиточке, все красиво. Здесь сразу же вход в ванну. Давайте я включу, покажу. Вот так выглядит душ. Я уже, кстати, купила себе гель для душа и мочалку, потому что здесь с банными принадлежностями, ну, как-то не очень хорошо. Вот, то есть сразу вот тут вот туалет, да. Вот, полотенчики. Все супер. Вот так. Так, поехали дальше. Что у нас еще здесь? Номер не очень большой, но в то же время все есть, все, что нужно. Кресло, да, чтобы можно было посидеть. Телевизор, соответственно, небольшой столик, на нем можно и покушать, и что-то положить, да. Кровать. Кровать я вам показываю сразу не потому, что только что заехала, сегодня уже второй день, вот, поэтому я ее сдвинула, чтобы было удобнее спать. Вот. Ну и, соответственно, уже такой красивой заправки нет, как только я сюда въехала. Вот эти вот бра включаются. Вот, включаются. И еще есть вот такой небольшой ночник для чтения. Вот, розетки, все отлично. На другой стороне есть телефон, то есть в любой момент можно позвонить, узнать, там что-то нужно, там есть каталог телефонов, куда там в аптеку, врачу, еще кому-то можно позвонить. Вот, соответственно, вот так вот выглядит окошко большое, да. Здесь мини-холодильник, то есть можно что-то себе купить на ужин, вот, и чайник. То есть вообще отлично. Утром, помимо того, что есть завтраки, да, оплаченные, можно еще и вот просто вечерком попить кофе или рано утром, когда я просыпаюсь. Вот, то есть отличный номер. И, плюс еще дверь на балкон. Я вам уже здесь показывала. Выход. Вот так все выглядит. Очень классно. От соседей вот такие вот створчатые двери. Но они закрыты. И, в принципе, я тут не видела никаких соседей. То есть в номерах достаточно тихо. Особо каких-то шумов, прям чтобы кто-то отвлекал, такого нет. Сразу вам покажу вид из моего балкона. Тут все номера с балконами. И просто посмотрите, вот это все закрытая территория.
То есть вот эти корпуса, как вы видите, они достаточно огромные, всего их 12 штук. Впереди, передо мной вот такая вот речка или канал, как можно сказать. Я вам чуть попозже покажу, там есть и рыбы, и чайки, в общем, ну просто великолепно. Территория вся ухоженная, все зеленое, все вообще классно. Вот там чуть подальше, в оранжевым такими воротами, это сама столовая, куда можно ходить на завтраки, обеды и ужины. И даже если вы не заказывали, например, ужин, да, то всегда можете туда прийти и за определенную плату там поужинать. Сегодня я там уже была на завтраке. Могу сказать, что для меня еда не особо была вкусная, поэтому я очень даже рада, что я заказала только завтраки. Вот. А вот подальше, если вы видите, сейчас я вам приближу, вот это вот вся красота, это парк аттракционов. И вечером просто здесь колоссальная такая иллюминация, здесь все светится. Я вам обязательно покажу, как это выглядит. Ну, это просто шикарно, на самом деле. И за, такие как бы копейки отдохнуть неделю в Сочи, это просто супер. Вот. А в декабре вообще были цены еще ниже. Там в районе где-то 900 рублей сутки выходили вместе с завтраком, ужином и проживанием. Но в декабре я не могла поехать, поэтому поехала вот сейчас в феврале. Да, вот такая вот красота у меня с балкона. Вот с этой стороны тоже можно вот так вот посмотреть. Видите, даже небольшой панно есть над кроватью. Вот. Номер классный. Мне очень понравилось здесь. Вообще супер просто. Вот именно поэтому я выбрала этот отель. Потому что в феврале цены просто максимально дешевые. И в то же время 3 звезды вполне очень все меня устраивает. Так что, решила отдохнуть именно здесь. Девочки, вышла погулять на территорию самого парка. Сочи парк. Территория огромнейшая, просто здесь очень много корпусов. Там вот плохо видно, но там большие-большие рыбины. Я, правда, не знаю, что это. Вот так вот. Вот такая огромнейшая территория. Вот эти корпуса, их всего 12. И посередине корпусов вот такая речка. В каждом корпусе что-нибудь есть. Вот сейчас вот я направляюсь в аптеку, потому что мне нужно там прикупить гель для душа, потому что в самом отеле как-то мне не очень понравилось. Какие-то небольшие такие пакетики. Ими очень неудобно пользоваться. Вот, поэтому сейчас направляюсь в аптеку. Вот, в других корпусах есть магазины, спа-салоны. В общем, есть все, что вы захотите. Ну и, конечно же, детские площадки, потому что детей здесь очень много. Вот есть где погулять. Ну и на прокат велосипеды, самокаты, в общем, все что угодно.
Один просто есть за 5 сочинений, а другой 4 стоит большой дом Так распределяются корпуса. Вот этот корпус 12. Он мой. Именно там я живу. Вот. И окна выходят, кстати, я вам покажу потом, на парк аттракционов. Территория просто огромная. И ну, здесь очень классно. Тихо, спокойно. В феврале вообще мало народа, но поэтому, наверное, спокойно. Так. Дорогие мои девочки, я вышла погулять, прошлась по набережной, сейчас вот возвращаюсь обратно. Что могу сказать? Я зашла там в магазин Handmade, там, где находятся игрушки, не только вязаные, там шитые еще, в общем, ну, изделия ручной работы. Сейчас мы пропустим машину. Хотела посмотреть, как вообще вяжут другие мастера. И, соответственно, посмотреть по ценам в Адлере, сколько стоят игрушки. Если честно, была очень удивлена таким ценам. На самом деле, вот такая где-то игрушка, ну, приблизительно такая же, как я основные игрушки вяжу, да, в районе 1200. Причем такой простенький зайчик, который без каких-либо одежды, без какой-либо там, не знаю, каркаса, там еще что-то. Достаточно хорошо связан, плотно набит. Я его даже пощупала. 1200. Чуть побольше игрушка, в районе 20, наверное, сантиметров. Может быть, сантиметров 17. Вот так, 18. Не на каркасе, просто совершенно обычная игрушка. Там зайки очень много, оленей, каких-то бегемотиков. 2500-3000. То есть, если честно, ну, я понимаю, что это набережная, понимаю, что это Сочи, но цены, конечно, бомба просто. Вот. И единорожки, еще посмотрела плюшевые, которые вы прекрасно знаете на нашем канале. Мы их очень часто вяжем. Вот. А они в районе 2500. Хотя, ну, если вы часто их вяжете, да, и знаете, как вяжутся плюшевые игрушки, по идее, там не так много работы, но я думаю, что за вечер можно легко с этим справиться. Ну, или там за 2 вечера, да. Вот, 2500. В общем, если честно, очень удивлена таким ценам. Я, конечно, понимала, что они будут значительно выше, чем в нашем городе, но, мне кажется, они просто зашкаливают. Потому что это вообще огонь. Сейчас уже достаточно прохладно, я не знаю, сколько там градусов, может, градусов 6. Я немного замерзла, поэтому я уже возвращаюсь обратно к себе на территорию, в отель. Вот, и ну, потом подключусь тогда уже в следующем. Проснулась с новым включением. Сейчас 10 часов утра. Я отправляюсь на завтрак. Достаточно поздно. Вчера ходила раньше намного. Вообще завтрак здесь до 11. И поэтому сейчас достаточно много народу к этому времени собирается. А так у меня начинается с 5 утра. Вот. Сейчас отправляюсь, покажу вам там, что за шведский стол находится. И что там вообще дают. Ну, вчера я там была, мне не очень понравилось. Но, в принципе, съедобно. Отправляемся. Вот так вот выглядит столовая. Народу много. Как вы видите. Прям очень много. Вот. И она двухэтажная. Вчера была на верхнем этаже. Мне там больше понравилось. Не знаю, может быть, сейчас на нижний пойду или все-таки на верхний. Пока не решила. Ну, в общем, отправляемся завтракать. Вот так выглядит сам завтрак. Тарелочки. И раздача. То есть можно выбрать любое блюдо, которое ты хочешь.
А здесь вот столики, где можно завтракать. Я сегодня пришла достаточно поздно, но все равно вам покажу, что здесь за блюдо. Вот здесь всякие печеньки, кексы. Вот, большинство, конечно, уже закончилось. А здесь мед, сметана, в общем, сгущенка для каш. Соответственно, разные запеканки, омлеты. Вот. И вот здесь есть каша, что меня очень рада. Так, сегодня овсяная и манная. Ну, я, наверное, буду все-таки овсяная. В общем, я там не сильно вам показала фуршетный стол. Но, наверное, может быть, покажу завтра. Что-то я зашла утром в сам зал, там было достаточно много народу, не стала я снимать. Показала вам только то, что я взяла на завтрак. Вот, это, в принципе, сегодня было достаточно даже, можно сказать, вкусно. По сравнению чем со вчера. Вчера как-то было вообще... Сегодня было вкусно, я позавтракала и сейчас собираюсь прогуляться куда-нибудь за территорию этого парка. Погулять, может быть, либо к морю схожу, либо еще куда-нибудь на экскурсии съезжу, пока еще не решила. Вот. Погода сегодня отличная, солнышко светит, я вот стою в майке на балконе, вообще даже совершенно не холодно, вот. Так что сейчас пойду просто отдыхать и гулять. Итак, я сейчас нахожусь в Олимпийском парке. Девочки, ходила, тут достаточно много домиков. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот так вот выглядят домики. И каждый домик, ну, что-то там продается, да, или обязательно какая-то еда, или сувениры. Вот, рядом со мной аттракционы. И в одном домике продавались вязаные игрушки. Я, как, конечно же, интересуюсь этими игрушками, с удовольствием подошла, посмотрела, что могу сказать по поводу них. Цены здесь, как и на набережной, я думаю, что вам достаточно интересно будет узнать, потому что не каждый живет в городе Сочи и не знает, сколько стоят игрушки. В общем, цены тоже достаточно большие. Небольшой зайка, ну, такой достаточно простая схема в платьишке. Я приблизительно вам постараюсь вот здесь какую-нибудь схемку такого зайчика показать. Я не стала просто снимать. Тут не все любят, чтобы можно было фотографировать и снимать. Вот, такой зайка стоит 1600, исходя из того, что он из премиум ниток связан. Я даже поинтересовалась, что это за премиум нитки такие. Оказалось, что это полухлопок. Вот, обычный джинс, я его пощупала, ну, естественно, я понимаю, что это за нитки, да, полухлопок, джинс, в общем, вот такой вот зайка стоит где-то 1600. Если игрушка, большинство там игрушек из акрила, хотя мне тоже сказали, что это полухлопок, но я прекрасно вижу, да, что это акрил. Вот, в районе 900, может быть, где-то 1200, вот так вот игрушки. Небольшие, но сантиметров, может быть, 15, 16, не больше по размеру. То есть, ну, цены, как вы понимаете, для туристов, конечно же, просто огроменные. Пользуются ли они здесь спросом? Не знаю, не могу сказать, потому что я хожу днем, не вечером. Может быть, вечером здесь достаточно много туристов.
Вот, но сейчас пока там около домика достаточно пусто. Вот, поэтому прошлась, посмотрела, каталась на колесе обозрения, сделала вам небольшие такие видеофрагменты. Вот, что могу сказать, колесо не очень мне понравилось, оно достаточно маленькое по величине, да, очень медленно поднимается, и обзор, ну, кроме гор, ну, не знаю, как-то там достаточно много построек олимпийских, и чтобы прям вот взгляд радовал чему-то, ну, совершенно нет. Итак, всем еще раз привет. Сегодня у меня последний день. Время уже 12:30. Здесь выселение вообще в 12, поэтому я уже немножечко опаздываю. Нужно уже выезжать. Я уже подготовила, все собрала. Поэтому сейчас отправляюсь в главный корпус, в 10-й, где проходила регистрация. Сдаю ключ. И уже еду на остановку и в вокзал. В общем, отправляюсь домой. Вот. Что могу сказать? Мне очень здесь понравилось. Если честно, такой отдых, ну, не знаю, для меня это вообще просто бесподобно. И я так думаю, что я теперь буду всегда ездить в феврале именно сюда, именно в этот отель, потому что и цены максимально дешевые, и в то же время вообще просто вот отдых обалденный. То есть ты ходишь, гуляешь по территории, можешь в любое время выйти в сам город. Все, что тебе нужно, все есть, все в доступности. Просто вот стоит только щелкнуть пальцем. И в то же время есть шведский стол, то есть можно прийти позавтракать. Я не могу сказать, что там очень вкусная какая-то еда, прям бесподобная, но, в принципе, можно найти то, что любишь, и поесть, в принципе, очень-очень даже неплохо. Вот, так что все, сейчас я уже одеваюсь, направляюсь домой, ну и, может быть, подключусь к вам уже из поезда. Все, отправляемся. Вперед, домой, монтировать видео, вязать новые игрушки. В общем, если честно, я во время этого отдыха очень сильно впечатлилась, зарядилась положительными эмоциями. Поэтому теперь у меня прекрасное настроение. И совсем скоро я буду радовать вас новым видео. Как-то так. В общем, отправляемся. Лифт достаточно большой, и их целых 2, поэтому можно легко кататься вверх-вниз. Each train set for the trip, carrying out wet cleaning and complete disinfection. We carry out additional observe the rules of personal hygiene. Refrain from visiting crowded places. At the first signs of the disease, do not rely on self-treatment and call in a doctor. Так, девочки, еще раз всем привет. Я уже отправляюсь в поезде домой. Села, только отъехали, может, минут 10. Посмотрите просто сзади, какая красота. Море, вообще просто супер. Что могу сказать, отдых пролетел просто незаметно. И настолько было классно и здорово вообще отдыхать в этом городе. Поэтому я с огромным удовольствием сюда еще приеду. Может быть, даже в этом году. Кто знает, может быть, получится. Вот, конечно же, в этом отеле летом там цены просто безумные, но вот так отправиться в декабре, январе, после январских праздников или в феврале, мне кажется, это просто один из бюджетнейших способов отдохнуть на море. Вот, ну и погода ничем не мешает. Тепло, плюс 10-12 градусов по сравнению с тем, что у нас сейчас дома мороз, слякоть, там снег. Здесь просто великолепно. Вот, поэтому рекомендую вам
сюда тоже отправиться. Если вы вдруг не знали, как отдохнуть и где, то я вам крайне рекомендую посмотреть это видео и тоже отправиться отдыхать в этот отель, а также в этот замечательный. Что же, я уже приехала домой. Что могу сказать, отдых прошел просто замечательно. Я зарядилась огромнейшими положительными эмоциями. Я надеюсь, это скажется на моей результативности, на работе, как с каналом, так и с игрушками. Что же вам советую? Так это побольше уделять времени себе, любить себя, а также заряжаться просто положительными эмоциями, отдыхать. И это обязательно скажется на вашем результате. Вы достигнете того уровня результативности, которого вы, если честно, даже не ожидаете. Сделала вам небольшой обзор отеля в Сочи, поэтому если захотите туда приехать, то, пожалуйста, все ссылки оставлю внизу в описании на сайте, где я бронировала этот отель. Если вам вдруг нужно, то, пожалуйста, переходите, бронируйте и отдыхайте. Я же буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поддержать меня лайком, подпиской. Ну а мы с вами уже увидимся в следующих видео. Все, всем до новых встреч. Пока-пока.